Третий день у нас в Андорре. Сегодня по плану у нас музей. Очень интересный музей. Сейчас мы пьем чашечку кофе с утра в хорошую погоду, с хорошими видами. Всем привет, доброе утро. И идем в музей. Вам обязательно покажем чуть-чуть кусочки этого музея. Дальше мы будем делать переезд. Переезжаем в другой город. Еще я хочу сказать, что все туристические маршруты, они все пересекаются. Мы вчера в горах, совсем в горах, встретили дедушку, который сидит за соседним столиком. Приехали в другой город, пришли в этот кафе, и этот дедушка сидит уже здесь. Все понятно. Андорра страна маленькая, княжество маленькое, поэтому можно встретить всех, можно не растеряться здесь. А здесь у нас вот такие красивые виды с утра. Итак, сегодня у нас 13 июля 2022 года, и мы идем в интересный музей в городе Ордино. Кстати, вот постройка написана 1849 год. Я не знаю, может быть, это просто восстановлено или сделаны вот эти ажурные решетки. Я вообще считала, что это дом как будто бы 1633 года. Сейчас мы пойдем и точно расскажем. Я надеюсь, что мы получим информацию внутри этого музея. Очень красивый дом. Называется музей у нас вот так. Типичный дом дворянина 19-17 веков. Угу. В этом доме проживала семья в течение нескольких веков. Вот посмотрим. По садику мы уже гуляли, но сегодня еще раз пройдемся, все вам покажем. Надеюсь, что это будет интересно, и при дальнейших ваших посещениях вы будете посещать не только столицу Андорры, но и вот такие города, например, как Ордино. И, конечно же, интересная, красивая улочка, по которой мы уже гуляли, там мы уже питались, и вчера мы сидели вот в этом ресторанчике. Кухня проверена, нам очень нравится, очень вкусно. А сегодня будем духовной пищей питаться, посмотрим музей. Так, друзья, в музее здесь есть аудиогид. Мы слушаем. На первом этаже хранили вино. Ну и всякий запас, наверное, да? Друзья, очень интересный музей. Аудиогид можно выбрать на любом языке. Английский, каталанский, французский, кастильяно. И, в принципе, очень удобно ходить, смотреть. Визит в этот удивительный, шикарный музей позволяет посетителям окунуться в 19-20 столетия и посмотреть, как в то время жила достаточно благосостоятельная андоррская семья. Также в этом доме-музее посетители могут увидеть разные оригинальные предметы быта, роскошную мебель, посмотреть вообще, как они жили, вот чем они, в частности, обогревались в зимние холодные вечера, снежные, посетить оружейную комнату для приема гостей, библиотека, кабинет, спальня, спуститься в видные погреба, как я уже сказала, и погулять в их роскошном саду. Все вот это дает возможность увидеть, как жила достаточно благосостоятельная андоррская семья. Это сад, по которому мы уже гуляли. Держи дверь. Угу. Красиво, да? Днем так классно. Мы, друзья, в столицу Андорра-ла-Вейя и остановились в отеле Tulip Inn. А почему мы решили остановиться? Во-первых, мы хотели остановиться здесь, в столице, немножечко погулять. Почему? Потому что в пешей доступности до разных магазинов, наверное, да? Пешеходная улица. То есть решили остановиться, походить пешочком, чтобы не ездить на машине все время. Сменить локацию. Любим мы так иногда останавливаться в разных отелях, в разных городах в последнее время.
Это немножко как бы кажется, что путешествие длиннее, поездка. Вчера мы были в Энкампе и Канию, посетили 2 города. Да. В общем, в этот раз мы посмотрели более широко на Андорру. Не так, как в прошлый раз, когда были только в столице. Значительно интереснее и раскрывается совсем с другой стороны. Видишь, немножко другими глазами. Ну, сейчас пройдемся и покажем вам, что тут есть интересного. Самая интересная пешеходная улочка. Зеленый свет горит прямо на асфальте. Жарко ужасно. Да, Градусов 35, наверное, точно есть. 35, да, наверное, жара страшная. Хотя сейчас уже сколько? 5 часов, 10 минут вечера. 5 часов вечера. Ну, магазинчики. Ну и сейчас везде скидки, где-то 50, где-то 30. Все цены пополам в некоторых магазинах. Достаточно интересно, можно купить что-нибудь новенькое. Так как всем известно, что Андорра это еще и большой duty-free, беспошлинной торговли, здесь действительно очень много магазинов, знакомых всем брендов. Скидки аж до 70%. Это сейчас в июле месяце. Мы вот здесь гуляем. Очень много магазинчиков и очень много интересного. Улица в городе Андорра ла Вейя. Рибахас 50-70%. И везде free Wi-Fi, что очень приятно. 30 евро. 30 евро. Ну да, вот там я вдали смотрю 8, 12. Всякие цены. Достаточно демократичный выбор, просто шикарнейший. Глаза разбегаются. Да. Также здесь в Андорре можно посетить спа-центр знаменитый. Сколько здесь это получается? Вход для взрослого 38. Ну или 41. Да, или 41, смотрите. Также 34,50. В общем, дети 31,50. С семьей 120 евро. 2 взрослых, 2 ребенка. Только утро, что-то такое, да. И, в общем, цены здесь можете посмотреть, поизучать. Местный, как спа-центр, да? Все, вот эта информация вам еще, друзья, для посещения, что посетить в Андорре. Вот там можно купить роликсы. Не, мы поищем патоки. Косметика, кстати, я смотрю, действительно, со скидочками. Цены такие демократичные. Улицы с этими штучками. Красиво там. Ну, конечно, как же в таких приличных магазинах без хамона и сыра. Здесь огромный выбор. Это Леклерк, это французский магазин. Выбор просто обалденный. Гран резерва. Сколько он здесь стоит? Цену не видно. 99 евро. Да, сыров оказалось намного больше. Это уже 3-й ряд. Здесь уже, наверное, пошли Кобра. Кобра — это овечьи сыры. Это овечьи сыры. Все заплавленные, старенькие такие вот всякие. Это испанский. Это испанский сыр. Ну, рядом Испания. Хочется что-то местное здесь посмотреть.
А теперь фото на память. Бегом! Готово. Вот так мы делали фото, которое вы видите в Инстаграме, на нашей страничке. Мы в Испании. Отсюда из Андорры. Сейчас вечер, шикарная погода. И вот это вот как раз и есть спа-центр, к которому мы подошли. Да? Мы вам показывали цены. А сейчас мы пошли немножечко прогуляться по столице Андорры, Андорра-ла-Вейя. Замечательный городок. Сейчас не жарко, погода уже более-менее умеренная и очень красивые виды. Вот эта горная река, которая течет разными ручейками. А это просто такой фонтан. Рядом там вот речка, набережная, где мы прошли только что. В общем, ну шикарно. Все, мы выезжаем обратно из Андорры в Испанию. Сейчас проедем, вам расскажем. Итак, все, мы выехали из Андорры и въехали на территорию Испании обратно. Сейчас еще проедем испанскую границу и уже точно вам расскажем, будут ли у нас... Каталония, да, будет ли у нас что-то спрашивать на испанской границе. Здесь нас ничего не спросили, мы просто выехали, дважды остановившись на знаке стоп. День, как всегда, приятный, 34 градуса, 12-27. Мы прошлись по магазинчикам и едем в обратную сторону. Ну и так, все, друзья, мы проехали уже и испанскую границу, достаточно быстро. Практически Секунд 15. Секунд 15 без остановки. Да, здесь все контролируется, но нас не останавливали. Мы проехали, ничего у нас не спрашивали, ни документы, ни грин-карты, ничего. Все спокойно, быстро проехали. Погода хорошая, как я уже сказала, едем в обратную дорогу. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Надеемся, это видео было вам интересно и полезно кому-то, кто любит путешествовать. Не забывайте лайки. Да, все, всем пока-пока, удачи. Ждем вас на нашем канале, встретимся вновь в новых роликах. Добра и позитива. Чао. Adiós, amigos.